Приветствую всех на своем канале, любимых подписчиков и гостей. Если вы находитесь на моем канале впервые, советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Сегодня мы будем рассматривать узор для туники. Очень интересный. Итак, мы начинаем. Для начала вязания этой кофточки нам нужно связать поперечную резинку, выполнив эластичный наборный край. Для этого нам нужно набрать 2 воздушные петли, заходим в первую петлю и вытягиваем ниточку, на крючке 2 петли. Провязываем 1 петлю, на крючке по-прежнему 2 петли. Теперь мы провязываем 2. Первая петля связана. Теперь мы заходим за первую стеночку вот сюда вот и вытягиваем ниточку. На крючке 2 петли. Провязываем только первую. На крючке 2 петли. Провязываем все одной петлей, 2 петли вместе. Мы провязали 2 петли. Далее мы заходим за первую стеночку, только что связанные петли, вытягиваем ниточку. На крючке 2 петли. Провязываем только одну. На крючке по-прежнему 2 петли. Теперь мы провязываем 2 петли одной петлей. Мы сейчас провязали 3 петли. Далее мы заходим в вновь образованную петельку, вытягиваем ниточку, провязываем первую петлю, на крючке 2 петли, провязываем 2 петли вместе. 4. Заходим в петлю, вытягиваем ниточку, провязываем только одну петлю, на крючке 2 петли, провязываем 2. Заходим в петельку вот сюда, вытягиваем ниточку, образовалась петелька. Теперь мы провязываем первую петельку, на крючке 2 петли, провязываем 2 вместе. Заходим в первую стеночку, вытягиваем петельку, образовалась петля. Провязываем одну петлю, на крючке 2 петли, провязываем 2 петли вместе. Заходим под петельку, вытягиваем петельку, провязываем петельку одну. На крючке 2 петли, провязываем все одной петлей. Это у нас будет высота резинки. Высота резинки, количество петель зависит от того, сколько вам нужно провязать. Ну, сколько вам надо. Теперь мы будем вязать поперечную резинку самую. Что мы делаем? 1 воздушная петля. Поворачиваем эластичный край так, чтобы у нас были петельки наверху. Чтобы у нас были вот эти 2 стеночки. Не этот край, а вот этот. И столбиками без накида мы вяжем вот сюда за дальнюю стену, не за переднюю, а за дальнюю. Вывязываем столбиками без накида за дальнюю стеночку. У петли, как мы знаем, 2 стороны, 2 половинки. Вот первую половинку мы оставляем, ее видно сейчас. А за дальнюю мы вывязываем столбики без накида. Вот так. Дальняя стеночка. Захватываем нить за дальнюю, заходим за дальнюю стеночку петельки, еще раз, за дальнюю стеночку петельки, вытягиваем ниточку, провязываем столбики без накида за дальнюю стеночку петельки, вытягиваем ниточку, вывязываем столбик без накида. И мы сейчас провязали последнюю. Первый ряд резинки
Мы связали. Одна воздушная. Переворачиваем работу и делаем то же самое. Вот за дальнюю. Таким образом мы вяжем эту резинку до нужного нам размера, объема. Если, например, у нас объем бедер 100, то нам надо провязать 50 сантиметров резинки и плюс сантиметр мы оставляем на швы. Значит, нам надо вязать 52 сантиметра этой резинки за дальнюю стеночку. Мы провязываем столбиками без накида за дальнюю стеночку. Провязали 8 рядов. До конца ряда дошли. Одна воздушная в конце ряда. Поворачиваем и провязываем за дальнюю стеночку до конца ряда столбиками без накида. Таким образом, провязав за заднюю стенку, мы провязали резинку столько, сколько нам нужно. Раппорт узора 6 петель на 2 ряда. Мы вяжем столько резинки, сколько у нас объем бедер. Вот так вяжем. В итоге она потом вот так вот поворачивается и у нас становится резинкой. Теперь нам надо связать фундаментальный ряд. Как это делается? Мы делаем, поворачиваем нашу резинку. Мы сейчас вязали вот так. Поворачиваем ее, делаем одну воздушную и вдоль боковой части провязываем столбиками без накида. Кратное 6. Набираем петли кратные 6. Заходим 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это у нас один раппорт. Вот. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы связали 2 раппорта. Первый ряд связан. Здесь мы набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Переворачиваем работу. Первые 3 петли мы пропускаем. Набираем 4 накида на крючок. Заходим в 4-ю петлю и вывязываем столбик с 4 накидами. Провязали на крючке 2 петли, провязали вместе. Делаем 4 накида на крючок. Заходим в следующую петлю, вывязываем столбик с 4 накидами. Провязали. Делаем последний 4 накида на крючок и вывязываем столбик с 4 накидами. Есть. Теперь делаем 4 накида, возвращаемся в первую петлю и вывязываем столбик с 4 накидами. Делаем 4 накида на крючок, возвращаемся назад во вторую петлю и вывязываем столбик с 4 накидами. Второй столбик связан. Теперь 4 накида, возвращаемся назад в третью петлю, вывязываем столбик с 4 накидами.
Первый элемент связали. Вот у нас сначала 2. Вот так. Теперь набираем 4, 3, 4 накида на крючок. Пропускаем 3 петли. Заходим в последние 3 и вывязываем столбик с 4 накидами. 1 столбик. Раз, два, три, 4. Второй столбик. И последний. 1, 2, 3, 4. В третью петлю. И вывязываем столбик с 4 накидами. Провязали. Теперь 1, 2, 3, 4. Идем назад в первую петлю и вывязываем столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся назад во вторую петлю и вывязываем столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся назад в третью петлю и вывязываем столбик с 4 накидами. Ряд связали. Теперь второй ряд мы связали. 1 воздушная петля. Поворачиваем работу и помним, что у нас тут было 3, тут 3, 6, 6. Вяжем 12, ну или по рисунку как получится, столбиков без накида. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Третий ряд связали. Теперь 5 воздушных петель. 4, 5. Переворачиваем работу. Первые 3 петли пропускаем. Вот эти 3 столбика. Заходим в следующие 3. Делаем 4 накида на крючок. Заходим в 4 столбик и вывязываем столбик с 4 накидами. 1, 4 накида во второй столбик. Вывязываем столбик с 4 накидами. Раз, два, три, 4. И третий столбик. Связали 3 столбика с 4 накидами. Делаем 4 накида на крючок и возвращаемся в первые 3 столбика. Заходим в первую петлю, вывязываем столбик с 4 накидами. 1 столбик связали. Делаем 4 накида, возвращаемся во второй столбик и вывязываем столбик с 4 накидами. Делаем 4 накида на крючок. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся в третий столбик и вывязываем столбик с 4 накидами. Вот такая вот у нас получается коса.
Далее пропускаем 3 столбика, вот эти. Делаем 4 накида на крючок, 2, 3, 4. Заходим в 4 столбик предыдущего ряда и вывязываем столбик с 4 накидами. 1. Делаем 4 накида на крючок, заходим в 5 столбик и провязываем столбик с 4 накидами. Есть. 4 накида, заходим в 6 столбик и вывязываем столбик с 4 накидами. Вот так. Делаем 4 накида на крючок, возвращаемся в 1 столбик и вывязываем столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. 4 накида на крючок, заходим во 2 столбик и вывязываем столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. Заходим в 3 столбик и вывязываем столбик с 4 накидами. Элемент связан. 1 воздушная, переворачиваем работу. И теперь столбик в столбик мы вывязываем ряд столбиками без накида. До конца ряда. Далее повторяется ряд с перекрещиванием столбиков. Сегодня мы изучили: первое — эластичный наборный край из столбиков без накида. Второе — мы изучили, выучили, посмотрели, попробовали поперечную резинку и рисунок с косами. Ну вот и все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. А пока-пока.